На кухне пахло борщом. Марина медленно помешивала ложкой, будто от этого зависела вся ее жизнь. В соседней комнате гремел телевизор, но звуки доносились приглушенно, словно все происходило не в ее доме, а где-то далеко. Муж ходил туда-сюда, собирая вещи, и каждый его шаг отдавался в груди тяжелым эхом. «Ты же понимаешь, так больше нельзя», — сказал он, даже не глядя в ее сторону. Марина молчала. Она понимала, что все это было давно предрешено, но до последнего верила, что найдется хоть одна причина остаться. Хоть одно слово. Хоть взгляд. Но муж смотрел только в свой телефон, а потом в чемодан, куда складывал рубашки и джинсы. Сын сидел за столом, ковырял вилкой макароны и делал вид, что не слышит. Но по его напряженным плечам было видно, слышит каждое слово, ловит каждую паузу. «А как же мы?» Наконец тихо спросила Марина. «Ты сильная, справишься», — бросил он почти раздраженно. «И потом, я же не исчезаю. Буду приезжать». Она хотела сказать: «А мы что, мебель?» Но слова застряли в горле. Перед глазами вспыхнула сцена. Утро, как он торопливо завязывает галстук. Сын цепляется к нему с вопросами про школу, а она ставит на стол кружку с кофе. И вдруг это все оказалось ненужным. «Пап, а я к тебе смогу приходить?» — осторожно спросил мальчик. Муж остановился, впервые посмотрел прямо на него и смягчился. «Конечно, сможешь. Захочешь, даже поживешь у меня». Марина почувствовала, как будто пол ушел из-под ног. Эти слова прозвучали, словно удар. Она прикусила губу, чтобы не разрыдаться при ребенке. В квартире стало слишком тихо. Даже ложка перестала звенеть о кастрюлю. Она вдруг поняла, что готовить ужин больше нет смысла. Все изменилось. Муж вышел в коридор, застегнул куртку. «Я позвоню», — сказал он, и, не дождавшись ответа, захлопнул дверь. Сын так и сидел за столом. Смотрел в тарелку, где макароны остыли и слиплись. «Ну что же», — сказала Марина и села рядом. «Мы с тобой справимся. Правда?» Мальчик кивнул, но глаза у него блестели. Он уткнулся лбом в ее плечо, и она погладила его по голове. Волосы пахли шампунем, детством и чем-то таким родным, от чего у нее сжалось сердце. Они сидели так долго, пока в квартире не стемнело. Марина не зажигала свет. Она чувствовала, это был последний вечер их прежней жизни. Все, что было привычным, ушло вместе с хлопком входной двери. Позже она уложила сына спать. Он долго ворочался, задавал вопросы: «А почему папа ушел? А если он вернется? А если я буду жить с ним, ты не обидишься?» «Я никогда не обижусь на тебя», — тихо ответила она. «Ты можешь быть и с папой, и со мной. Я всегда буду рядом». Мальчик уснул, но Марина еще долго сидела у кровати, слушала его дыхание и думала, что теперь все придется начинать заново. Она боялась будущего, но еще больше боялась потерять связь с сыном. Вернувшись на кухню, она выключила плиту. Борщ остыл, на столе стояла нетронутая еда, а в голове стучала только одна мысль: «Теперь я одна». Она достала из шкафа бокал, налила немного вина и подошла к окну. За окном мелькали огни машин, где-то вдалеке смеялись люди. Казалось, мир жил своей жизнью, и только ее маленький мир рухнул сегодня окончательно. Марина сделала глоток и впервые позволила себе заплакать. Слезы текли по лицу, падали на подоконник, но она не вытирала их. Пусть выходит. Пусть все это выйдет, иначе сердце не выдержит. Она знала одно: завтра придет утро. Придется встать, собрать сына в школу, улыбнуться, как будто все в порядке. Но где-то глубоко внутри уже зреет другое чувство. Сначала оно было едва заметным, как тихий шепот: «Ты справишься». И, прижимая ладонью холодное стекло, она повторила это вслух: «Я справлюсь». Слова прозвучали хрипло, но твердо. И в этот момент Марина впервые за долгое время поверила себе. Утро началось тише обычного. Не было привычного грохота мужских шагов, не хлопали дверцы шкафа, не раздавалось привычное «Где мои ключи?». Марина проснулась раньше сына и долго лежала, слушая, как скрипит дом в тишине.
Казалось, стены сами пытаются привыкнуть к тому, что в квартире стало меньше одного человека. Она приготовила завтрак, простую овсянку с яблоками. Сын заспанный вышел на кухню и удивился. «Мам, ты встала раньше меня». «Так получилось», — улыбнулась она, стараясь придать голосу бодрости. «У нас теперь новые правила. Завтракаем спокойно, без беготни». Он кивнул и с жадностью съел всю тарелку. Марина смотрела на него и ловила себя на мысли, что этот мальчишка растет слишком быстро. Вчера он был ребенком, а сегодня задает такие взрослые вопросы, что у нее подкашиваются ноги. Первые дни после ухода мужа оказались неожиданно светлыми. Они вдвоем готовили ужины. Марина чистила овощи, сын резал хлеб. Потом они устраивали маленькие праздники за кухонным столом, смеялись над ерундой, вспоминали смешные истории из школы. Однажды вечером они даже испекли пирог с вишней. Мука была повсюду, на столе, на полу, на носу у сына. Он бегал по кухне с ложкой и пытался украсть тесто прямо из миски. Марина смеялась до слез и думала, что, может быть, эта новая жизнь не такая уж страшная. Она чувствовала себя нужной. Не как жена, которая должна все успеть, а как мама, которая рядом и которую слушают. Когда сын рассказывал о школе, о том, как друг снова забыл сменку, она видела в его глазах доверие. Это грело. Но чем дальше, тем чаще разговоры возвращались к отцу. Сначала невинные вопросы. «Мам, а папа теперь всегда будет жить с той тетей?» «Мам, а он звонил тебе?» «Мам, а можно я на выходных к нему поеду?» Марина старалась отвечать спокойно. «Конечно, сможешь. Он же твой папа». Но каждый раз сердце сжималось. Она понимала, сын скучает, ему нужен отец. С этим не поспоришь. Однажды вечером они сидели на диване, смотрели фильм. Сын вдруг сказал: «Мам, а с папой было по-другому». Она вздрогнула. «В каком смысле?» «Ну», он замялся, «он всегда со мной играл в футбол во дворе». «А ты не любишь?» Марина кивнула. «Верно. Я в футбол не умею. Но можем вместе придумать что-то другое. А папа еще обещал свозить меня в аквапарк», — тихо добавил он. Она улыбнулась, хотя внутри все оборвалось. «Может, и мы как-нибудь поедем? Ты ведь знаешь, я всегда за приключения». Он прижался к ее плечу, и она почувствовала, что все же не потеряла его. Но тень отца все равно стояла рядом, даже когда они были вдвоем. Иногда ночью Марина просыпалась от звука сообщений. Она думала, вдруг это муж написал. Но на экране всегда были лишь рабочие рассылки или напоминания из банка. Она переворачивалась на другой бок и долго смотрела на спящего сына. Ей казалось, что он даже во сне зовет отца. В один из вечеров сын признался: «Мам, мне его не хватает». Марина прижала его к себе. «Я знаю, милый. Но это не значит, что он тебя меньше любит. Просто у нас теперь другая жизнь». Он кивнул, но взгляд оставался грустным. Тогда Марина решила придумать маленькую традицию, чтобы у них было свое. Каждую пятницу они устраивали киновечер, включали комедии, заказывали пиццу, пили лимонад прямо из бутылки. Сыну нравилось, он даже начал приглашать друзей. Но Марина замечала, когда друзья уходили, он снова становился тихим и серьезным. Как будто на его плечах уже лежала ноша взрослого. В те дни она особенно остро понимала, ей придется быть и мамой, и папой. Но она еще не знала, хватит ли у нее сил. Пока что они вдвоем держались изо всех сил, как после сильной грозы, когда воздух чист, но тучи все еще маячат на горизонте. И в этой тишине Марина впервые почувствовала, что буря еще не кончилась. Она просто затаилась. Марина мыла посуду после ужина, когда сын вдруг сказал, глядя куда-то в сторону: «Мам, я хочу попробовать пожить у папы». Ее руки замерли в мыльной воде. В комнате стало так тихо, что слышно было, как капает кран. Она медленно обернулась. «Что ты сказал?» Мальчик по-детски упрямо повторил: «Хочу пожить у папы». У нее внутри все жалось. Сотни мыслей пронеслись разом. Может, он сказал это в сердцах? Может, обиделся? Но в его глазах не было ни злости, ни каприза,
только твердое желание. «А почему, милый?» — спросила она максимально спокойно, хотя голос дрогнул. «Ну, он же говорил, что я могу. И у него теперь большая квартира, там новая приставка, и он обещал брать меня на футбол». Марина кивнула. Пыталась улыбнуться, но улыбка не слушалась. «Я понимаю». Внутри кричала: «Не уходи. Ты же мой, только мой». Но она знала, если удержит силой, потеряет доверие. «Ты не обидишься?» — робко спросил сын. «Нет, конечно. Это твой выбор. Но знай, я всегда рядом. Днем, ночью, всегда». Он обнял ее на секунду и побежал в комнату. А она так и осталась стоять с мокрыми руками, не в силах двинуться. Вечером, когда он заснул, Марина долго сидела у его кровати. Смотрела на спокойное лицо и понимала, завтра он уйдет в другую жизнь. Она чувствовала себя, будто ее лишают воздуха. На следующий день сын собрал рюкзак. Сложил несколько футболок, книжку и любимую машинку. Вел себя радостно, как будто едет в лагерь. Марина старалась не показывать слез, но глаза предательски блестели. Муж забрал его вечером. Сын махнул рукой у подъезда и крикнул: «Мам, я буду звонить». Дверь захлопнулась, и в квартире воцарилась пустота. Марина вошла на кухню. На столе стояла одна чашка. Тарелка, только ее. Холодильник казался слишком большим. Тишина давила. Она включила телевизор, но голоса раздражали. Выключила. Села в кресло и вдруг поняла, впервые за много лет она по-настоящему одна. Первый вечер тянулся бесконечно. Она ходила из комнаты в комнату, поправляла игрушки, хотя их некому было трогать. Заглянула в его тетради, провела рукой по парте. В спальне пахло его шампунем, и от этого сердце сжалось так сильно, что пришлось сесть на кровать, чтобы не упасть. Она пыталась отвлечься, сделала чай, открыла книгу, но буквы прыгали и расплывались. Мысли возвращались только к одному: а вдруг он забудет обо мне? А вдруг ему там будет лучше? Ночью она не могла уснуть. Лежала, глядя в потолок, и слушала тишину. Казалось, даже стены чужие. Марина знала, она поступила правильно, позволив ему самому выбрать. Но от этого было не легче. В груди зияла пустота. И эта пустота была страшнее, чем развод. Впервые она по-настоящему поняла, что значит одиночество. Телефон зазвонил вечером. Марина сразу узнала голос сына, чуть охрипший, усталый. «Мам, привет», — сказал он без прежнего задора. Она улыбнулась в трубку, хотя сердце тревожно кольнуло. «Привет, милый. Как у тебя дела?» Пауза затянулась. «Нормально. Ну так себе». Марина села на край дивана. «Что значит так себе?» «Просто. У папы все по-другому. Его жена говорит, что я должен сам убирать комнату, мыть посуду и даже иногда готовить. А что в этом плохого?» Мягко спросила она, стараясь не выдать тревоги. «Ты же и у меня иногда помогал». «Да, но там. Это как обязанность. Если что-то не сделаю, сразу ругают». Он говорил тихо, будто боялся, что его услышат. Марина слушала и чувствовала, как внутри нарастает злость, но старалась держаться. «А как со школой? Уроки?» «С уроками сложно. Папа вечером устает, а его жена говорит: ты уже большой, сам справишься. А я не всегда понимаю задачи». Марина прижала телефон к уху крепче. В ее памяти вспыхнули вечера, когда они вместе сидели над тетрадями, когда она объясняла примеры, а он радовался каждой правильно решенной задаче. «А секция твоя? Ты ходишь?» «Почти нет. Они говорят, что некогда возить». В его голосе слышалась не только усталость, но и какая-то тоска. Марина сглотнула. «Сынок, ты держись. Я всегда рядом, помнишь? Можешь звонить в любое время». «Знаю, мам. Просто тут все не так, как я думал». Они еще немного поговорили, но разговор был натянутый. Когда он попрощался и повесил трубку, Марина долго сидела неподвижно. На следующий день она встретилась с ним у школы. В плечах какая-то напряженность, в глазах усталость.
Сын прижал ее руку и прошептал: «Мам, я так скучаю». Она обняла его, почувствовав, как сильно он изменился всего за пару недель. «Ты всегда можешь вернуться, знаешь?» — сказала она осторожно. «Да, но папа обидится», — вздохнул он. Марина ничего не ответила. Она понимала, мальчик разрывается между любовью к отцу и потребностью в тепле. Через несколько дней он снова позвонил. На этот раз его голос звучал раздраженно. «Мам, я устал. Они заставляют меня стирать свои футболки руками, если вдруг не успел отнести в корзину. А вчера я забыл убрать за собой тарелку. Меня наказали, не пустили гулять». Марина сжала кулаки. «Это несправедливо. Но помни, у тебя есть я. Ты всегда можешь приехать. Можно я приеду к тебе на выходные?» «Конечно, милый». Эти выходные стали для нее глотком воздуха. Сын снова смеялся, снова был собой. Они сходили в кино, заказали пиццу, вечером играли в настольные игры. Он даже признался: «Мам, у тебя дома легче дышать». Но когда пришло время возвращаться, он затосковал. Сидел в прихожей, натягивал кроссовки и не поднимал глаз. «Все нормально», — сказал он, словно оправдывался. «Я просто должен». Марина кивнула, хотя в душе все рвалось на части. Она провожала его до двери, а потом, оставшись одна, снова почувствовала ту самую тишину. Но теперь в этой тишине звучал его голос, уставший, полный обиды. И каждую ночь, ложась спать, она ловила себя на мысли, сколько он еще выдержит. В то воскресное утро Марина проснулась с непривычным чувством. Не нужно было спешить готовить завтрак, проверять тетрадки, собирать рюкзак. Сын остался у отца, а в ее квартире стояла редкая тишина. Она прошлась босиком по коридору, посмотрела на себя в зеркало и вдруг заметила: волосы безжизненно свисают на плечи, лицо усталое, под глазами тени. Впервые за долгое время она увидела не просто женщину, а женщину, которая будто потеряла себя. «Хватит», — подумала Марина и набрала номер салона, который давно советовала коллега. Через пару часов она уже сидела в кресле напротив зеркала. Мастер перебирал ее волосы, прищуривался и что-то прикидывал. «Давайте попробуем коротко. Лицо у вас выразительное, откроется шея, скулы. Будет свежо и легко». Марина вздрогнула. «Коротко?» Она никогда не решалась. Всю жизнь носила длинные волосы, муж любил именно так. Но теперь все иначе. Мужа нет, а в зеркале она хочет видеть не его желания, а свои. «Давайте», — неожиданно твердо сказала она. Когда первые пряди упали на пол, сердце забилось быстрее. С каждой прядью будто уходила тяжесть прожитых лет. Серые будни, упреки, бесконечные кастрюли и стирка. Когда мастер повернул зеркало, Марина не сразу себя узнала. На нее смотрела женщина с дерзкой, но женственной стрижкой. Легкая укладка открывала глаза, и они вдруг засияли так, как не сияли уже много лет. Она вышла из салона и поймала на себе несколько взглядов. Мужчины и женщины оборачивались, а она шла и улыбалась. Улыбка была не для них, для себя. На следующий день Марина зашла в торговый центр. Обычно покупки сводились к футболкам сыну и продуктам в супермаркете. Но теперь она вошла в бутик одежды и начала мерить все подряд. Юбка-карандаш, платье с открытыми плечами, яркий тренч. «Вам очень идет», — говорила консультант, подавая очередную вещь. Марина смотрела в зеркало и не могла поверить. Ее фигура, хоть и не девичья, выглядела подтянутой. Она вспомнила, как всегда прятала себя за бесформенными свитерами, как старалась быть удобной. А сейчас в отражении стояла женщина, которая позволяла себе быть красивой. Она купила несколько вещей, хотя совесть шептала: «Зачем тебе? Это же дорого». Но другой голос отвечал: «Ты заслужила». Вернувшись домой, Марина разложила покупки и впервые за долгое время устроила себе маленький показ. Одевалась, вертелась перед зеркалом, смеялась. Это был новый этап, и ей нравилось в него вступать. Вечером она сделала легкий макияж, который раньше берегла только для праздников, и снова посмотрела в зеркало. И вдруг ей стало ясно:
Она больше не загнанная домохозяйка, которая живет от звонка мужа до его недовольного взгляда. Она женщина, и у нее есть право быть собой. В груди вспыхнуло ощущение свободы. Оно было непривычным, даже немного пугающим, но от этого еще более ценным. На следующий день коллеги в офисе не могли скрыть удивление. «Марина, вы прямо преобразились!» — воскликнула одна. «Вам очень идет эта стрижка», — добавила другая. Марина улыбалась и чувствовала, как будто у нее выросли крылья. По дороге домой она купила себе букет желтых тюльпанов. Просто так. Никто ей их не дарил, но она вдруг поняла, не обязательно ждать, пока кто-то сделает это за тебя. Вечером она сидела на диване, окруженная ароматом цветов, и думала о том, как мало времени уделяла себе все эти годы. Муж, дом, заботы о сыне — все это было важно, но в этом уравнении не оставалось места для нее самой. Теперь же что-то изменилось. Она уже не боялась пустоты квартиры. Тишина больше не казалась тяжелой, наоборот, в ней было пространство для нового. Марина закрыла глаза и представила, как ее жизнь может выглядеть дальше. Без зависимости от чужого мнения, без вечного страха остаться ненужной. Впервые за долгие годы она поверила, что может быть другой, свободной, красивой, уверенной. Она не знала еще, куда приведет ее этот путь. Но чувствовала одно — назад она не вернется. Марина долго проходила мимо фитнес-зала, что открылся неподалеку от ее дома. Стеклянные двери, яркие постеры с подтянутыми женщинами, музыка, доносящаяся наружу. Все это казалось каким-то чужим, не для нее. Но в тот день, возвращаясь с работы с пакетом продуктов, она вдруг остановилась, посмотрела на вывеску и решила, а почему нет? Внутри пахло свежестью и легким потом. На ресепшене улыбчивая девушка протянула ей анкету. «Хотите пробное занятие? У нас как раз сегодня группа для начинающих». Марина кивнула, хотя внутри все сжималось от неловкости. Ей казалось, что все взгляды будут прикованы к ней, что окружающие заметят каждое ее неуклюжее движение. Но стоило зайти в зал, как стало понятно, каждая женщина здесь пришла со своей историей, со своими страхами. На ковриках рядом оказались две женщины, обе чуть старше Марины. Они приветливо улыбнулись. «Первый раз?» — спросила одна. «Да», — призналась Марина. «Ничего, привыкнешь. Главное, не слушай внутренний голос, который шепчет «не получится». Занятие началось с разминки. Уже через 10 минут Марина вся вспотела, дыхание сбивалось, но инструктор подбадривал. «Отлично, держим темп». Каждый шаг — это победа над собой. Она старалась повторять упражнения, иногда путалась, но не сдавалась. Когда они начали приседания, мышцы горели, ноги дрожали, и Марина думала, что не выдержит. Но рядом женщины продолжали, и это придавало сил. К концу тренировки она упала на коврик, тяжело дыша, но внутри было странное чувство радости. Пот катился по вискам, тело болело, но это была не усталость, это было ощущение, что она жива. «Ну как?» — спросила соседка по коврику. «Сложно, но классно», — Марина рассмеялась. Она вышла из зала, чувствуя себя другой. Ноги подкашивались, но в груди разливалось тепло, не только от физической нагрузки, а от осознания, что она сделала шаг вперед. Через неделю тренировки вошли в привычку. Она стала ждать этих вечеров, когда можно надеть спортивную форму, собрать волосы и отправиться в зал. Там были смех, поддержка, и даже боль от нагрузок казалась полезной. Каждый раз она отмечала маленькие победы, смогла сделать больше приседаний, поднять тяжелее гантели, пробежать чуть дольше на дорожке. Эти мелочи складывались в огромное чувство «я могу». Однажды тренер задержал группу после занятия и предложил: «У нас стартует новый курс по самообороне для женщин. Будем учиться защищаться, правильно падать, освобождаться от захватов. Попробуете?» Марина замерла. Слова «самооборона» вызвали в ней нечто новое, смесь страха и интереса. Она вспомнила вечера, когда возвращалась домой в темноте, как иногда оборачивалась от чужих шагов за спиной.
Думаете, у меня получится? Спросила она тихо. Конечно, уверенно ответил тренер. Это не про силу, а про уверенность. И Марина решилась. В тот вечер, возвращаясь домой, она впервые шла по улице не сутулясь, а выпрямив плечи. В руках был спортивный рюкзак, на лице легкая улыбка, а внутри странное ощущение силы, которой она еще не умела пользоваться, но уже чувствовала ее приближение. Ее жизнь начинала меняться, и она это знала. Марина быстро втянулась в курс самообороны. Первые занятия были неловкими. Она смеялась, когда инструктор показывал, как правильно выбить руку из захвата, а сама вяло отмахивалась. Но с каждым разом движения становились увереннее. Ее учили не бояться крика, не теряться при неожиданном нападении, а действовать четко и резко. «Помните», — повторял инструктор, — «сила не в мышцах, а в решимости. Нападающий рассчитывает на вашу растерянность. Но если вы покажете, что готовы защищаться, у него пропадет преимущество». Эти слова засели в голове. Марина тренировалась выбивать руку, наносить короткий удар коленом, училась правильно падать. Она удивлялась. Тело, которому она раньше не доверяла, начинало слушаться. А потом наступил вечер, когда знания пришлось применить на деле. Она возвращалась домой после тренировки. На улице было темно, фонари освещали асфальт пятнами света. В руках у нее был рюкзак и пакет с водой. У подъезда она заметила мужчину, стоявшего в тени. Он сделал шаг вперед, и у Марины похолодело внутри. «Девушка, сигаретки не будет?» — спросил он, слишком близко подходя. «Нет», — ответила она и ускорила шаг. Но он перегородил дорогу. «А сумочку покажи. Может, там что-то есть поинтереснее». Марина почувствовала, как сердце стучит в висках. Руки задрожали. Секунду она хотела закричать, но в памяти всплыли слова инструктора: «Дышите. Не застывайте». Когда мужчина протянул руку к ее сумке, тело сработало быстрее разума. Марина резко схватила его за запястье, сделала шаг в сторону и провернула руку, как учила на занятиях. Мужчина охнул и отшатнулся. Она добавила короткий удар коленом, не сильно, но достаточно, чтобы сбить его с настроя. «Пошел вон!» — выкрикнула она неожиданно громко, так что ее собственный голос прозвучал чужим. Нападающий поморщился, выругался и отпрыгнул назад. Несколько секунд он смотрел на нее, потом резко развернулся и скрылся в темноте. Марина стояла, тяжело дыша, руки дрожали, сердце колотилось так, что казалось, его слышат соседи. Она чувствовала одновременно ужас и восторг. «Я справилась», — пронеслось в голове. Дверь подъезда захлопнулась за ее спиной, и она прислонилась к холодной стене, пытаясь отдышаться. Колени все еще дрожали, но в груди росло другое чувство — гордость. Она не позволила себя сломать. Дома Марина долго сидела на кухне с кружкой воды в руках. Она понимала, страх никуда не исчез. Но вместе со страхом пришла уверенность. Теперь она знала, что может защитить себя. И эта уверенность стоила дороже любых слов поддержки. Субботним утром Марина ждала сына возле спортивной секции. Обычно она коротала это время в телефоне, но сегодня глаза сами собой поднялись от экрана. Рядом стоял мужчина, высокий, широкоплечий, в светлой куртке. Он разговаривал с девочкой лет 10 и поправлял ей шарф. Его движения были заботливыми и спокойными. Марина поймала себя на том, что улыбается, глядя на них. В этот момент мужчина заметил ее взгляд и тоже улыбнулся, открыто, тепло. «Ждете?» — спросил он, кивая на дверь секции. «Да, сын на занятиях», — ответила Марина. «А у меня дочка», — он показал на девочку. «Андрей». «Марина», — представилась она и слегка смутилась. Разговор завязался сам собой. Они обменялись короткими фразами о детях, секции, учителях. Сначала все было буднично, но Марина вдруг заметила, что говорит легко, без напряжения, как давно не говорила с чужим мужчиной. На следующей неделе они снова встретились у входа. Андрей шутил, что стоять на холоде скучно, и предложил подождать детей в кафе через дорогу. «Там капучино отличный»,
— сказал он с какой-то мальчишеской непосредственностью. Марина поколебалась, но согласилась. Внутри было уютно, запах кофе, мягкий свет, негромкая музыка. Андрей рассказывал о работе. Он занимался ремонтом квартир, часто сам выезжал на объекты. Марина делилась историями из офиса. Разговор тек легко, словно они знали друг друга давно. Когда дети выбежали из секции, они оба удивились, как быстро пролетело время. С этого дня встречи стали привычными. Иногда они просто обменивались парой слов, иногда заходили в кафе. Андрей оказался внимательным собеседником, умел слушать, задавать вопросы, смеяться над мелочами. Однажды он спросил: «А вы всегда так красиво улыбаетесь, или это только сегодня?» Марина смутилась и почувствовала, как давно ей не говорили ничего подобного. Слова прозвучали не как дежурный комплимент, а как искреннее восхищение. В тот вечер она шла домой с легкостью, которая казалась забытым чувством. Постепенно Андрей стал для нее чем-то большим, чем просто знакомый отец одноклассницы. Он мог позвонить и предложить помочь донести тяжелые сумки, а однажды неожиданно починил сломанный замок у ее двери, заметив, что он плохо закрывается. «Ты сама же должна быть в безопасности», — сказал он, когда она благодарила его. И в этом сама было столько заботы, что у Марины перехватило дыхание. Она ловила себя на том, что ждет встреч с ним. Сердце учащенно билось, когда он подходил к ней с улыбкой. Однажды, пока они ждали детей, пошел дождь. Андрей предложил спрятаться под одним зонтом. Марина шагнула ближе, почувствовала его плечо, запах свежего одеколона. В груди защемило. «Кажется, дождь специально для нас», — пошутил он. Она рассмеялась, но в этот момент впервые ощутила. Ей приятно быть рядом, приятно снова чувствовать себя женщиной, а не просто матерью, которая тянет на себе весь мир. Они все чаще задерживались после тренировок детей. То за кофе, то за короткой прогулкой по улице. Разговоры становились личнее. Он рассказал о разводе, о том, как непросто одной растить дочку. Марина поделилась своей болью, как сын уехал к отцу, как тяжело было принять одиночество. «Но ты сильная», — сказал Андрей. «Это видно сразу». Ее глаза наполнились слезами, но это были не слезы боли, а облегчения. Кто-то, наконец, увидел в ней не жертву, а женщину, способную жить дальше. Вечером, когда Марина вернулась домой, она долго смотрела в зеркало. На нее смотрела не уставшая мать, не брошенная жена, а женщина, у которой снова появился блеск в глазах. Она понимала, пока рано строить планы, рано придумывать будущее. Но то, что внутри просыпалось тепло и легкая дрожь, было уже началом. Началом новой главы, где она не одна, где рядом появляется мужчина, с которым можно смеяться, говорить и молчать без страха. И эта романтика, простая и тихая, была для нее дороже любых громких слов. Марина, как обычно, ждала звонка от сына вечером. Но на этот раз телефон зазвонил раньше обычного. В трубке раздался его тихий голос: «Мам, можно я приеду к тебе?» Она сразу насторожилась. «Конечно, можешь». «А что случилось?» На том конце повисла пауза. Потом он выдохнул: «Я больше не хочу жить у папы. Там тяжело. Я все время что-то должен. Убираться, готовить, помогать по дому. А если ошибусь, его жена ругается. Папа говорит, что я должен привыкать, но я устал. Мам, я хочу домой». Марина прикрыла глаза. Эти слова обожгли сердце и в то же время согрели. «Хочу домой», значит, ее дом для него все еще главный. «Приезжай, сынок. У нас всегда есть место для тебя», — сказала она спокойно, хотя внутри хотелось закричать от счастья. Через пару часов он стоял в прихожей с рюкзаком. Сбросил обувь, уткнулся ей в плечо и замер. Марина обняла его крепко, почувствовав знакомый запах, смесь шампуня и школьных тетрадей. «Ну все, теперь ты снова со мной», — прошептала она. Первый вечер они устроили настоящий праздник. Заказали пиццу, включили любимый фильм и сидели на диване, укрывшись одним пледом. Мальчик смеялся, жестикулировал, спорил о героях, и Марина ловила себя на мысли, что он снова ее мальчишка, а не чужой ребенок в чужой семье.
Но что-то изменилось и в ней самой. Раньше, когда сын жил с ней, она растворялась в заботах. Уроки, кружки, готовка, стирка. Теперь же она понимала, важно не потерять себя. Наутро Марина разбудила его, приготовила завтрак, но после школы отправилась не домой, а на тренировку. Сын удивился. «Мам, ты что, тоже ходишь на секцию?» Она улыбнулась. «У меня теперь свои занятия. Фитнес, самооборона. А ты делай уроки, и вечером все обсудим». И он принял это как должное. В доме снова воцарился уют, но теперь он был другим. Вместо бесконечного бега по кругу у Марины появилось пространство для себя. Она помогала сыну с уроками, но не сидела часами над каждой задачей, учила его справляться самому. Вместо тяжелых ужинов они готовили простые блюда вместе, и это превращалось в игру. Однажды вечером сын сказал: «Мам, а с тобой как-то легче. У тебя можно и ошибиться, и полениться, и все равно не страшно». Марина рассмеялась и поцеловала его в макушку. «Потому что я всегда на твоей стороне. Но и ты на моей, правда?» «Конечно», — серьезно ответил он. В эти дни она особенно остро чувствовала, что жизнь изменилась. Она больше не та, что раньше, измотанная, потерянная, готовая отдать всего себя ради других. Теперь она знала, быть матерью — это не значит забывать про себя. А вечером, когда сын уже спал, Марина открывала книгу или звонила Андрею. Иногда они болтали о пустяках, иногда делились сокровенным. И Марина впервые ощущала баланс: рядом сын, которому хорошо с ней, и рядом мужчина, с которым ей хорошо самой. Она сидела у окна, смотрела на темный двор и думала: наконец-то все стало на свои места. Дом снова был полон тепла, но теперь в нем было достаточно пространства и для нее самой. Марина шла по улице между двумя самыми дорогими людьми. С одной стороны сын, который, смеясь, что-то оживленно рассказывал про школу. С другой — Андрей, высокий и спокойный, с привычной легкой улыбкой, от которой становилось теплее. Они шагали медленно, наслаждаясь редким вечером без спешки. Ветер трепал ее волосы, и Марина вдруг поймала себя на мысли, что уже не оглядывается назад. Раньше каждый шаг напоминал о том, что у нее забрали мужа, привычную жизнь, уверенность в будущем. Но теперь прошлое казалось далеким, словно старый фильм, который она когда-то смотрела слишком много раз и, наконец, выключила. Сын что-то спросил у Андрея, и они засмеялись вместе. Этот смех разлился по улице, будто подтверждая: все у них теперь складывается иначе. Марина смотрела на их силуэты и думала, что развод оказался не концом, а началом. Тогда, в те первые ночи в пустой квартире, она не верила, что сможет выстоять. Но именно одиночество подтолкнуло ее к переменам. Она вспомнила салон красоты, где впервые решилась на короткую стрижку. Зал фитнеса, где дрожали ноги, но сердце переполняло радость. Те курсы, где она училась не бояться, и однажды на улице доказала самой себе, что способна защититься. Все это стало ступеньками, ведущими к сегодняшнему вечеру. Внутри не было ни горечи, ни обиды. Только тихая благодарность. За то, что жизнь вытолкнула ее из привычного, заставила искать новое, дала шанс стать другой. Марина глубоко вдохнула прохладный воздух и сказала себе: главное — не держаться за прошлое. Оно мертво. Настоящее создается здесь и сейчас. В ее руках забота о сыне, доверие к мужчине рядом и свобода быть собой. Она сжала руку сына и почувствовала, как он крепко ответил на ее жест. Андрей в этот момент обернулся, поймал ее взгляд и улыбнулся так, что сердце наполнилось спокойной уверенностью: теперь все будет хорошо. Марина знала, что впереди еще будут трудности. Но она больше не боялась перемен. Потому что теперь жила не ради чужих ожиданий, а ради себя и тех, кого любит. И эта новая жизнь только начиналась.